Мои дорогие подписчики и случайные зрители, не за горами Масленица, а точнее начинается она уже со следующей недели, то есть с понедельника. И сегодня я хочу вам предложить рецепт очень вкусных пшенных блинов. Для приготовления пшенных блинов нам понадобятся следующие продукты. Полстакана пшенной крупы, 2 стакана муки, 3 яйца, 1 стакан молока, 300 мл воды, масло растительное для выпечки блинов, соль, сахар и дрожжи. Итак, приступаем. Первым делом нужно нам помыть в холодной воде хорошенечко вот эту вот крупу пшенную и затем ее залить горячей водой. Пшенную крупу для приготовления блюд всегда нужно выбирать ярко-желтого цвета. Ярко-желтый цвет свидетельствует о том, что крупа у нас свежая, и все блюда, которые вы приготовите с ней, будут очень вкусными. Если же крупа побелела, это говорит о том, что крупа старая, и она прогоркла. И блюда, которые вы приготовите с ней, будут невкусными. Поэтому лучше не использовать эту крупу. Итак, крупу я хорошо промыла и теперь заливаю горячей водой. Я бы сказала, даже кипятком. И выдерживаем крупу в кипятке примерно пару минут. Через 2 минутки ошпаренную крупу отправляю в кастрюлю. Наливаю сюда 300 мл воды и варю вязкую кашу. Готовую пшенную кашу охлаждаем, чтобы она стала тепленькой. И отправляем в миску для замеса теста. Отправляем сюда 3 яйца, просеиваем 2 стакана муки, добавляем 3 столовые ложки сахара. Сахар берем без верха. Одну чайную ложку соли и 1 чайную ложку дрожжей. Дрожжи у меня сухие, быстродействующие. Выливаю сюда 1 стакан теплого молока. Все хорошенечко нужно перемешать, чтобы у нас получилось однородное тесто. Тесто я хорошо перемешала. Тесто для пшенных блинов должно получиться густым, как для оладий или как густая сметана. Вот смотрите, сюда больше уже ничего добавлять не нужно. В процессе брожения тесто станет жидким. Миску с тестом накрываем полотенцем или крышкой и ставим в теплое место для брожения. Когда тесто у нас хорошо поднимется, можно выпекать блинчики. Итак, как видите, тесто у меня поднялось, выбродилось. Видите, сколько пузырьков тут мелких. Если тесто у вас получилось густое, то можно разбавить тесто теплой водой или теплым молоком. Хорошенечко опять размешать и поставить в теплое место, чтобы оно еще раз поднялось. И вот теперь из этого теста мы будем выпекать блинчики. Ставим сковородку на огонь, разогреваем ее. Смазываем маслом растительным или другим же жиром. Я смазываю растительным маслом. Смазываю салфеточкой, смоченной в растительном масле. И когда хорошо сковородка прогреется, выпекаем блинчики. Берем подходящим черпачком тесто, аккуратненько зачерпываем. Тесто после того, как оно поднялось, перемешивать уже не надо. И выливаем тесто на середину сковородки. Распределяем тесто. Если теста мало, то добавляем. И выпекаем наши блинчики с 2 сторон до готовности, пока они не станут румяными.
Вот такой блинчик у меня получился. Это первый блинчик. Первый блинчик обычно всегда бывает комом. Сковородку опять смазываю маслом. И уже я подобрала вот такой черпачок. Выливаю целый черпачок теста. Распределяю тесто по сковородке равномерно, чтобы у нас получился красивый блинчик. И выпекаем блинчик с двух сторон до готовности, пока он не станет румяным. Когда блинчик обжарится с одной стороны, аккуратненько его вот так вот приподнимаем и переворачиваем на другую сторону. И обжариваем также с другой стороны до румяного цвета, до румяной корочки. Блинчики обжариваем на умеренном огне, не быстро и не медленно, а так, чтобы они прожарились внутри. Итак, я продолжаю выпекать все блинчики. Пшённые блинчики готовы. Получилась у меня вот такая вот гора блинчиков. Блинчики пшённые получились очень пышными, воздушными, пористыми и очень-очень вкусными. Каждый блинчик я промазала сливочным растопленным маслом. Обычно пшённые блинчики на стол подаются с сметаной, с медом или же с вареньем. Если вы никогда не пробовали такие пшённые блинчики, советую вам их приготовить. Я думаю, вам они очень понравятся. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, готовьте вместе со мной, готовьте лучше меня. Всем приятного аппетита, всех я поздравляю с наступающей Масленицей, всем желаю здоровья и удачи.